Всем привет! Вы на канале Diva Bags, и это канал о вязании крючком. Если вы подписаны на мой канал, то вы наверняка видели мой популярный мастер-класс по вязанию этой модели сумки. Это базовая сумка узором косы и галочки. Многие из вас уже связали такую сумку, вы присылали фото ваших результатов мне в Instagram, я публиковала их в сторис, а также на своем канале в сообществе. Можете зайти посмотреть. Если вы еще не видели этот мастер-класс и хотите связать такую сумку, оставлю ссылку на подробный мастер-класс по вязанию этой модели в описании под этим видео. А также оставлю ссылку на видео по укреплению вязаного донышка и по пошиву подкладки для вязаной сумки на примере данной модели. Эта сумка изначально задумывалась открытого плана, то есть без молнии. Но от вас неоднократно поступали запросы рассказать, как можно эту сумку связать на молнии. Именно об этом я расскажу в этом видео. Мне понадобится шнур. Этот моточек остался у меня от 300 метров после вязания сумки. Мне нужно совсем немного, примерно 13 метров. Крючок я возьму 4,5. Такой же, каким я вязала сумку, а также понадобится меньший крючок. У меня номер 3. Игла с толстым ушком, металлическая либо пластиковая, ножницы, маркеры для вязания и зажигалка для хвостиков. Итак, с чего необходимо начать? Сумка должна быть полностью готова и заправлены все хвостики, чтобы в дальнейшем они нам не мешали. Дальше нужно определить, на какой высоте будем ввязывать планки для молнии, по одной и по другой стороне. Я буду ввязывать планки чуть ниже крепления ручек. Вот у меня отверстия, через которые проходят стежки, которыми я крепила ручку к сумке. А чуть ниже, вот здесь, у меня будет проходить планка для молнии. Если рассмотреть узор с изнанки, в принципе это касается любого узора, нам нужно найти горизонтальные перемычки или почти горизонтальные, возможно под небольшим углом. Вот я их слегка расширила, и вам сейчас их четко видно по всему ряду. Теперь, что касается длины. Вы можете сделать короткие планки, либо длинные. Я буду делать длинные, чтобы по краям были минимальные отверстия с одной и с другой стороны. Там, где я хочу начать планку, я повешу маркер с одной стороны и зеркально определю, где будет начинаться планка с другой стороны. Вот так. Теперь относительно центра сумки смотрим, чтобы планки были симметричными, а также отверстия с одной и с другой стороны были одинаковыми здесь и здесь. И отсчитываем необходимое количество перемычек. Я отсчитаю 33 перемычки и повешу маркер. Вот здесь. Точно так же с другой стороны. Отсчитываю от маркера 33 перемычки. Вот здесь. Теперь проверяем симметричность с каждой стороны. И для верности можете пересчитать вот эти перемычки между планками. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. У меня 7. И с этой стороны точно так же. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Одинаковое количество. Вот мы наметили планки. Теперь, что касается ширины планок. Так как у меня ручки сходятся с небольшим зазором вот в этом месте, мне достаточно сделать небольшие по ширине планки. Я провяжу с одной стороны 2 ряда планки и с другой. Этого будет достаточно. Для наглядности я уже связала одну планку. Так она выглядит с лица и с изнанки. Теперь на примере второй покажу, что нужно делать. Для начала я отмерила 6,5 метров шнура для одной вот этой планки. Теперь
Снимаю первый маркер, это начало планки. Вязать буду крючком номер 3. Почему крючком номер 3? Потому что если я сюда буду вставлять большой крючок 4,5, то петли с лица могут быть слишком затянуты. По узору это будет заметно. Поэтому, чтобы не растягивать лишний раз перемычки, я беру маленький крючок. Оставляю небольшой хвостик, подхватываю крючком нить и провязываю первый столбик. Это не очень удобно, так как крючок для этой пряжи маловат. Сюда сделаю закрепку, то есть провяжу сюда 2 столбика в одно отверстие. Вот так. Дальше вяжем обычные столбики без накида за задние перемычки. По одному столбику в каждую следующую перемычку. Вяжите столбики посвободнее, так как нам нужно всегда помнить, что крючок не 4,5, а 3. Таким образом провязываем все задние перемычки, сильно не растягивая их. Так доходим до конца ряда, то есть до маркера. Я дошла до маркера, снимаю его и провязываю последний столбик в последнюю перемычку. Готово. Теперь вытягиваю нить. У меня получилось всего в этом ряду 34 столбика. Не забываем, мы в первое отверстие провязали 2 столбика. Сейчас мне необходимо закрепить нить вот здесь. Я вставляю крючок в последнюю косичку и в центр последнего столбика. Подхватываю нить и вывожу ее наверх, в центр косички. Вот так. Я зафиксировала здесь нить. Второй ряд буду вязать уже другим крючком. Меняю крючок номер 3 на крючок 4,5. Прокладываю нить по всему ряду, вот здесь поверх косичек. Не перетягивайте ее, оставляйте слегка свободной. Теперь вставляю крючок в раскол первого столбика. Постарайтесь ставить крючок так, чтобы 2 дужки горизонтальной косички, вот этой, как бы уходили за крючок. Теперь подхватываю нить, вывожу петлю и проверяю натяжение вот здесь, чтобы не было перетянуто. Провязываю столбик. Дальше провязываю столбики без накида в раскол, по одному в каждый столбик предыдущего ряда. При этом нить оставляю внутри вязания. Проверяйте, чтобы с изнанки крючок также раскалывал столбик, то есть выходил по центру столбика и с лица, и с изнанки. Так вяжем до конца ряда. Я довязала второй ряд до конца. Теперь вывожу нить наверх и заканчиваю вязание. Хвостик уведу на изнанку. Вот сюда под заднюю перемычку последнего столбика вставляю крючок, подхватываю нить и увожу ее на изнанку. Вот так. Теперь с одной и с другой стороны планки выглядят примерно одинаково. Планки получились симметричными, проверяем это. Осталось заправить хвостики. Вставляем хвостик в иглу с толстым ушком. И с изнанки прокладываем хвостик внутри вязания. Вот здесь под ножками столбиков последнего ряда.
Когда уже достаточно увели хвостик, обрезаем нить, оплавляем срез зажигалкой и приплавляем к вязанию. Точно так же заправляем остальные хвостики. При пошиве подкладки также необходимо заложить планки в верхней части с одной и с другой стороны. Как пошить подкладку, я рассказываю в другом своем видео «Все секреты идеальной подкладки». Если не видели это видео, ссылку найдете в описании под этим видео или переходите по подсказке в правом верхнем углу экрана. Молнию я изначально пришила к вот таким планкам с одной и с другой стороны. Затем планки пришила к верхнему краю подкладки с каждой стороны. И дальше уже сделала отворот и проложила строчку вот здесь. Как я буду пришивать подкладку к сумке? Сначала мне нужно пришить подкладку по всему периметру по этой линии. Этот шов будет проходить вот здесь под планкой, затем между планками, снова под планкой и между планками, то есть по всей сумке. И затем буду пришивать планки с молнией вот здесь, в стыке молнии и подкладки. На вязаной части шов будет проходить под косичкой. Вот что у меня получилось после вшивания подкладки. Один шов, как я и говорила, проходит вот здесь, по всему периметру сумки. Второй шов вот здесь, под косичками. Вот такая подкладка у меня получилась. Для удобства я оставила небольшой кусочек молнии и закрыла конец подкладочной тканью. Теперь удобно за него держать и застегивать молнию. Если это видео было для вас полезным, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны, а больше полезных видео найдете в плейлисте полезности. Приятного вязания и до новых встреч!